Изготовление этого изделия, казалось, будет легкой прогулкой, а на деле оказалось все намного сложнее. Но в этом и есть прелесть творчества. Приветствую вас на канале Левша. Эта эпопея началась с того, что в интернете я увидел одну зубную щетку, которая стоит $4200. Называется она Reinast, и корпус ее выполнен из титана. Мне, естественно, стало интересно, почему она стоит так дешево, и можно ли сделать что-то такое же оригинальное, имея небольшой парк станков. Первое, что я сделал, это на своем лазерном гравере вырезал держатель для щетины. Это нержавейка толщиной 0,5 мм. Отверстия здесь очень близко располагаются, поэтому лазерный станок – самый удобный инструмент для такой работы. Получилось довольно аккуратно, и можно приступать к изготовлению следующей детали. Также из нержавеющего прутка изготовим ту часть ручки, к которой будет крепиться головка щетки. Конечно, самодельный резец не совсем подходит для нержавейки, у него нет стружколома, но будем снимать понемногу и добьемся нужного результата. Еще нержавейка очень плохо отводит тепло, и если не охлаждать зону реза, резец очень быстро придет в негодность. Основная идея в том, чтобы ту часть ручки, которая будет находиться во рту, сделать максимально тонкой для удобного использования. Далее шлифовка и полировка, а после этого нужно будет ручку изогнуть по классическому сценарию в двух местах. Хотя бывают зубные щетки и без изогнутой ручки, но это, как говорится, кому что нравится. Ту часть, где был вращающийся центр, полностью не срезаем, а используем его как усиление крепления. Получается вот такая лопатка с расширением, которая будет надежно удерживать головку щетки. Следующее, что нужно изготовить, это основную ручку. За нее должно быть удобно держаться, и она должна быть приятная на ощупь. Для меня в этом случае предпочтительней древесина. Она, конечно, должна быть лучше стабилизированной, но за неимением такой будем использовать обычную. Для придания изделию более благородного вида возьмем две породы древесины, это граб мореный и немореный и амарант. Это довольно твердые породы древесины, и на мелких изделиях они не дают сколов. По обоим сторонам ручка будет черного цвета, а в середине сделаем две светлых вставки. После склейки этот бутерброд отправляем на токарный станок для деревообработки. Конечно, не всегда удобно переставлять оснастку сначала для деревообработки, потом для обработки металла, но в домашней мастерской это довольно здорово экономит и деньги, и место. Во многих изделиях, таких как вазы, кувшины или даже ручка зубной щетки, используется форма женского тела. Я не специалист в правилах дизайнерского дела, но это довольно красиво, и мы будем использовать такую же форму. Размечаем основные линии переходов и снимаем лишний материал. Еще раз повторюсь, что дерево намного приятнее обрабатывать, чем металл. Не знаю, почему это так, возможно, потому что дерево живое, или энергия от обработки передается непосредственно в руку, тем самым позволяя контролировать процесс, но факт остается фактом, в этом есть определенно какая-то магия. В некоторых моментах работа с деревом более требовательна, чем работа с металлом. Поскольку дерево намного мягче, полосы от шлифовки остаются намного быстрее, и работать нужно очень аккуратно. Но постепенно уменьшаем зернистость и добиваемся хорошего результата. После круговой обработки окончательно придаем нужную нам форму.
На большой скорости абразив забивает поры древесины. Этого сначала не видно, а проявляется после вскрытия ее лаком или маслом. Также это происходит еще и потому, что шлифовка на токарном станке происходит поперек волокон. Поэтому доводим вручную, медленно и вдоль направления волокон. После того, как древесина визуально чистая, можно срезать заготовку и подготавливать к дальнейшему покрытию. Покрывать будем маслом, и этого вполне достаточно, чтобы отталкивать воду. Большую часть времени ручка все равно будет сухой. Кстати, недавно читал, по заключению одних ученых, всякие вредные микроорганизмы живут на древесине намного меньше, чем на пластике. Казалось бы, древесина более пористая, но видно, у природы свои законы. В общем, ручка готова, но теперь я столкнулся с определенной проблемой, и ее нужно решить. Мы имеем 50 отверстий, в каждое из которых нужно вставить по 30 пар щетинок. Нарезать их вручную будет очень долго и сложно, поэтому сделаем небольшой станочек. Из канцелярского ножа делаем тоже нож, но уже для других целей. Работать он будет по принципу ножниц. Еще нужно просверлить несколько отверстий твердосплавными сверлами. Поскольку станок временный, вылизывать особо его не будем, делаем, как говорится, на скорую руку. По центру будет тонкая латунная трубка, и чуть позже поймете, для чего это нужно. Нижнюю часть ножа прикручиваем к корпусу, так чтобы одно отверстие совпало с отверстием трубки. Верхний нож также прикручиваем, но только одним саморезом. Работает все очень просто и надежно. Щетинки будем делать из тонкой рыболовной лески, а для подачи ее и обрезания нужно встроить два шаговых двигателя. Управлять двигателями будут два автономных контроллера, точно такие же контроллеры я использую для четвертой поворотной оси своего фрезерного станка. В общем, делаем два посадочных места для двигателей и одно для прижимного ролика, который будет прижимать леску к валу двигателя. В струйных принтерах есть небольшие ролики, которые прижимают бумагу к подающему валу. Один из таких роликов как раз сюда и подходит. Крепим все это на дополнительные основания для контроллеров и приемного лотка. Можно было использовать и Arduino, но здесь плюс в том, что и контроллер, и драйвер в одном корпусе и довольно быстро и легко программируется. Питание будет общее, 12 вольт и порядка 2 ампер. За кадром добавил возвратную пружину и сделал импровизированный механизм для нажатия на нож. Ну и последний штрих, опять же на нашем лазерном станке вырезаем приемный лоток. Видео, конечно, ускорено, все происходит немного дольше, но это и не прямая функция станка, его прямая функция — это гравировка. Зато вместо того, чтобы пыхтеть с бормашинкой, можно попить, например, чаю. Теперь нужно собрать наш металлический оригами и прикрепить к столу. Леску взял толщиной 120 микрон для того, чтобы была относительно мягкая щетина. Ну и заправляем ее в центрирующие трубки. Также нам нужно еще два отрезка трубки диаметром 8 мм для того, чтобы щетинки не разлетались по столу. Теперь при каждом нажатии кнопки станок будет нарезать ровно 30 щетинок. Берем тонкую проволоку и собираем эти щетинки в пучок.
Конечно, на производстве этот процесс происходит в тысячи раз быстрее. Ну а мне интересно понять весь механизм от начала до конца. Перетягиваем пучок на противоположную сторону, снимаем проволоку и прижигаем. Вот и весь процесс. Волоски спекаются между собой и образуют небольшой грибок. Теперь их оттуда уже не вынуть. Есть еще один нюанс. Леска намотана на круглую катушку и, соответственно, имеет изогнутую форму, но это не сильно мешает. В общем, время плюс терпение, и понемногу приближаемся к финишу. Ну и наконец, наша щетка готова. Теперь нужно сделать для нее оправу. Из того же дерева, из которого сделана ручка, изготовим как бы колпачок, который закроет внутреннюю часть щетины. Делаем его настолько тонким, насколько это возможно. Толщина стенки всего лишь 0,5 мм, но это дерево такое позволяет. Есть также небольшой бортик для того, чтобы туда спряталась металлическая пластина. Ну а эта часть, конечно, не для перфекционистов. Сделаем небольшое армирование для того, чтобы клей надежно все удерживал. Получается вот такая некрасота, которую вклеиваем в защитный колпачок. Ну а клея нужно много, чтобы внутрь не попадала влага. Пришлось, кстати, купить недорогую машинку для стрижки, чтобы привести челку щетки в порядок. Ну и вот совсем теперь другое дело. Насколько я знаю, на производстве еще шлифуют концы, но я думаю, что в моем случае это будет лишнее. Ну и опять же деревянную часть покроем маслом. После этого склеиваем две части вместе. Нужно еще изготовить подставку, в которой зубная щетка будет размещаться под небольшим углом. Сначала проходим черновой фрезой и выбираем лишний материал. После этого финишно радиусной фрезой. Есть, конечно, небольшие огрехи по обработке в управляющей программе, но я их редко пишу, и все вручную можно исправить. Такая 3D-обработка занимает довольно много времени и вряд ли будет востребована в серийном производстве. Отверстие под щетку пока не делаем. Оно должно быть под углом, и, соответственно, нужно переставить деталь. Шлифовка, конечно, отняла больше времени, чем попала в кадр, но это и не очень интересно смотреть. Ну и теперь можно фрезеровать отверстие под щетку под небольшим углом. На заключительном этапе покрываем подставку и зубную щетку воском. Понравилось мне это дерево, очень насыщенный цвет, интересная текстура, в общем, будем использовать. Ну и форма подставки, я думаю, вы уже догадались, почему именно такая. Дальше можете посмотреть, что в итоге получилось. Я же с вами прощаюсь, пока-пока.